Привет, друзья! В какой бы точке земного шара вы ни оказались, везде встретите это желтое такси, или в крайнем случае классическую шашечку на такси. Желтый цвет как символ гостеприимства любого незнакомого города. Но почему именно этот цвет выбран для городского такси? С конца 19 века началась эпоха автомобилестроения. Уже привычные в то время лошади, запряженные в повозку, перестали удовлетворять темпу роста городов. И уже в начале 20 века в больших городах Америки и Европы появились первые массовые автомобильные перевозчики, так называемые такси. Первое такси не предлагало никаких дополнительных нюансов, кроме перевозки с комфортом, и почти все автомобили были черными и темно-серыми. Существовало множество компаний, специализирующихся на перевозках пассажиров, но в историю вошла лишь одна компания, основанная Джоном Хёрцем в 1910 году – JLF Cab Company. Именно его компания сделала фирменной особенностью красить автомобили в желтый цвет. Джон Хёрц занимался продажей автомобилей, и чтобы выиграть в конкурентной борьбе, он придумал и стал применять одну простую и понятную схему по меркам сегодняшнего дня – трейд-ин. Он принимал старые автомобили клиентов в качестве частичной оплаты за новую машину. Что касается скопившихся у него подержанных автомобилей, то бизнесмен придумал гораздо более интересный вариант их использования, нежели разобрать на запчасти. Он стал окрашивать их в желтый цвет и использовал в качестве такси, и в итоге заработал на этом больше, чем на продаже новых машин. Его ярко-желтые машины сильно выделялись на фоне остальных, которые были преимущественно черными. Дело в том, что в тот период улицы Америки были заполнены фордами, и выпускались они только в одном цвете – черном. На фоне доступных, но одинаковых машин Форда желтые такси были действительно заметны издалека. И именно Джон Хёрц сделал такси общественным транспортом, доступным для всех и каждого. До этого, как JLF Cab Company прочно закрепилась, в Нью-Йорке такси обслуживали исключительно солидных и состоятельных клиентов, которые за высокой цены на перевозки могли себе это позволить. 10 лет спустя эмигрант из России Морис Маркин основал компанию Checker Motors Corporation, специализирующую на собственном конструировании такси. Его автомобили получились комфортными и быстрыми. Еще успех этого предприятия удачно совпал с решением Джона Хёрца продать JLF Cab Company. И Маркин удачно сочетает свой сконструированный автомобиль с легендарной канаречной окраской, а после еще и выкупает бренд такси у Parmalee Transportation System. Позже появилась фирменная шашечка на борту или на крыше. Ее происхождение неразрывно связано с названием предприятия Маркина, ведь слово «чекер» в переводе означает «шахматная доска» или «шашечка». По всей видимости, владелец фирмы решил, что такой шахматный орнамент будет удачным дизайнерским решением для такси. Он сочетал в себе яркость, контрастность, элегантность и одновременную простоту и, соответственно, запоминаемость. Отсюда неразрывный шаблон такси, желтый цвет и шашечки на борту или на крыше. И именно ихний желтый цвет стал символом такси не только в Нью-Йорке, но и во всем мире. Вообще, в различных странах земного шара такси имеют свою фирменную цветовую особенность. В Аргентине и Испании они черно-желтого цвета, в Германии – бежевого, в Сингапуре – синего, а мексиканские таксомоторы – бело-зеленые. В Англии такси всегда в черном цвете. Но хоть цвета могут быть разные, но объединяет их одно – они должны быть с шашечкой или с надписью «такси». Это международный негласный стандарт. Вот так, вероятно всего, и появилась классическая расцветка такси с шашечками на борту. И если мой ролик вам понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Также приветствуются ваши комментарии под видео. Желаю всего хорошего, пока-пока.